Смотрите, что. Кто такие? Видите, сам в шоке. Попросим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены, ремень безопасности застегнут, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Желаем вам приятного полета. Please ensure that all electronic devices are set to flight mode or switched off. Your seatbelt is fastened. If it is in the upright position and your tray table is stowed. Thank you. Итак, смотрите, что. Мы в Кисловодске. Вон кругом все тут Кисловодское. Здесь все нарядно, празднично, шумно, красиво. Привет, друзья! Мы в Кисловодске. Приехали вчера ночью, поздно уже. Пока заселились, оформились, разобрались, сегодня выскочили осмотреться. В этот раз мы не дикими туристами, а организованными. Санатории, всякие душ-шарко, электрофорез, массаж, воды, нарзаны. Вот. Ну а в перерывах между лечениями попробуем что-нибудь тут подснять, посмотреть, ну и поделиться.
Тут на вершинке камень стоит с надписью «Памятнику быть Сергею Сенин». Остановились на санитарную остановочку. Покушали, перекусили кофе, осетинские пироги. Вот здесь населенный пункт не помню, потом скажу. Значит, на удивление организовано все очень хорошо. Это наш автобус, на котором мы путешествуем. Остановка в Ингушетии. Мемориал памяти и славы. Крупный мемориальный комплекс, посвященный важнейшим памятным датам, трагическим и торжественным событиям в истории республики. Дает представление об основных этапах истории Ингушетии, от вхождения в состав России до сегодняшнего дня, а также о выдающихся личностях, внесших значительный вклад в становление и развитие республики. Попадая в мемориал памяти и славы, нас встречает барельеф вхождения Ингушетии в состав России. Здесь же есть мемориальная доска с клятвенным обещанием, текстом присяги представителей ингушского народа на верность России. Комплекс разбит на несколько зон, как основных вех в истории ингушского народа. Памятник ингушскому полку дикой дивизии. Эта конная дивизия прославилась во время Первой мировой войны. По правой и левой стороне комплекса полукругом построены колоннады, вдоль которых установлены мемориальные плиты с именами ингушей, имевших государственные награды в период службы в Российской императорской армии, а также видных ингушских деятелей и других личностей, внесших большой вклад в создание и развитие республики. Памятник последнему защитнику Брестской крепости. Офицер изображен во весь рост на фоне фрагмента крепостной стены. С обратной стороны высечены патриотические надписи, которые были оставлены советскими солдатами. Кроме того, на памятнике имеются 3 мемориальные доски, на которых высечены фамилии защитников Брестской крепости. На стене прикреплена мемориальная доска с текстом: «В защите Брестской крепости участвовало 90 уроженцев Ингушетии. Последний защитник Брестской крепости – лейтенант Барханоев Уматгирей Артаганович». Идем дальше. Барельеф Ингушетия, на котором изображена современная республика и ее люди. 23 февраля 2014 года на территории мемориального комплекса был установлен экспонат в виде поезда времен депортации ингушей в 1944 году. Экспонат представляет собой паровоз и вагон-теплушка, которыми осуществлялась перевозка депортируемых народов. По краям экспоната установлены 2 монумента с указанием дат 1944 и 1957, символизирующих год высылки и год реабилитации и начало возвращения на родину. Безусловно, самым величественным и главным сооружением всего мемориального комплекса является мемориал 9 башен. Памятное здание в виде 9 собранных вместе ингушских башен. Количество башен символизирует 9 депортированных народов. С мемориалом находится несколько десятков чуртов, каменных надгробий ингушского народа. За вашими спинами вход в Мухтият. За моей спиной жилой дом Шайба. Ну, пока еще не заселенный. А вот отсюда самый лучший вид на мечеть.
Прикиньте, сам в шоке. В Чечне, в Грозном. Добровольно. Охренеть. Отсюда можно это все сфотографировать. И встречаемся через 2 минутки с противоположной стороны мостика. Так что прощаемся с проспектом Путина. Дальше по проспекту Кадырова пойдем гулять.
Храм был основан в конце XIX века тирскими казаками. Заложен в 1868 году, освящен в 1892. Возводился из природного камня на общественное пожертвование. Храм серьезно пострадал во время боевых действий первой и второй кампаний контртеррористической операции на Северном Кавказе. 3 его настоятеля в 90-х годах были похищены, 2 убиты, а 1 освобожден в результате специальной операции. Тем не менее, даже во время боев в подвале храма не прекращались богослужения. С 2004 года храм частично восстанавливался силами подразделений Министерства обороны. В дальнейшем из Фонда Госстроя России было выделено и целевое финансирование. 26 апреля 2009 года архиепископ Феофан осветил храм после реконструкции. К сожалению, трагические события на этом не закончились. 19 мая 2018 года во время церковной службы на храм было совершено вооруженное нападение, в результате которого погибли 1 прихожанин и 2 полицейских, охранявших богослужение. Ну а у нас по программе сегодня еще посещение городов Шали и Аргун. Но об этом уже в следующей части.